Всем привет! Джейсон снова на связи. Сегодня у меня на обзоре новинка от компании Deepcool Mini Tava корпус Matrix 43FS. Его розничную стоимость я, к сожалению, не знаю, так как он был прислан мне заранее для подготовки данного обзора. Как только он появится в продаже, я в описании к этому видео оставлю ссылочки, где его можно будет приобрести. Ну а пока давайте познакомимся с ним поближе. Итак, габариты корпуса составляют длина 400, ширина 215, высота 431 мм. Вес с комплектом крепежа 5,5 кг. На верхней части корпуса присутствует противопылевая сеточка на магнитах. Под ней находятся вентиляционные отверстия и места для установки двух 120 или 140 мм вентиляторов. Поддерживается установка радиатора жидкостного охлаждения на 120, 140, 240 или 280 мм. Ближе к передней части корпуса расположились светодиод обращения к жесткому диску, кнопка включения, два разъема USB, один из которых версии 2.0, а второй версии 3.0, и которые между собой разделяют комбинированный аудиоразъем для подключения гарнитуры. Завершает эту вереницу кнопка перезагрузки. Длина их кабелей варьируется от 60 до 68 см. Передняя панель пластиковая, удерживается на передней части корпуса за счет стандартных защелок. Перфорация, на мой взгляд, симпатичная и ненапряжная, а главное, свою задачу выполняет. На внутренней части по всей площади панели размещена несъемная пластиковая сеточка, которая здесь играет роль пылевика. Хоть пластик панели и толстый, ему не хватает внутри дополнительных ребер жесткости, отчего в центре при нажатии на панель он немного прогибается. Не критично, но я не мог об этом не сказать. На передней части корпуса уже предустановлено два фирменных 9-лопастных 120 мм вентилятора, плюс еще один такой же разместился на задней панели. Модель RF120FS. Выполнены на гидродинамическом подшипнике. По информации из сети, скорость вращения до 1300 оборотов в минуту. Они имеют приятную фиксированную RGB подсветку, подключение только Molex. В общей сложности на корпус спереди можно установить 3 120 или 2 140 мм вентилятора. Здесь также поддерживается установка радиатора жидкостного охлаждения на 120, 140, 240 или 280 мм. На задней панели стандартно расположено отверстие под заглушку для материнки, а также посадочное место под один 120 мм вентилятор или радиатор SGO с возможностью его небольшой регулировки по высоте. Ниже идут 4 заглушки для видеокарты и периферии, которые придется выламывать, если решите что-то туда установить. Имеется прижимная планка. В самом низу расположено окошко для блока питания. На нижней части корпуса расположены 4 длинных пластиковых ножки, без каких-либо противоскользящих проставок. Их длина составляет 70 мм, а ширина и высота равны 20 мм. Под блоком питания предусмотрен довольно крупный по размеру противопылевой фильтр. Также здесь видны два винта крепления съемной корзины для жестких дисков, с которой мы познакомимся чуть позже. Левая боковая панель — это немного притонированное закаленное стекло толщиной 4 мм и размерами 380 на 405 мм. Держится она на двух винтах с накатанными головками. Винты не выпадают после выкручивания, так что потерять их будет практически невозможно, и это не может не радовать. На внутренней части по двум сторонам приклеены металлические направляющие. На каждой из них внизу есть специальные выступы, которые помогают панели устанавливаться на свое штатное место. На нижней кромке имеются соответствующие пазы. Внутри корпуса блок питания полностью закрыт кожухом. Сверху в нем имеются отверстия для кабель менеджмента. Расстояние от передней панели до начала верхней части кожуха равно 60 мм. Корпус может принять на борт материнки формата Mini ITX и Micro ATX. Расстояние от верхнего края материнки до верхней части корпуса примерно равно 60 мм. Все стойки под материнку уже вкручены на свои места, их здесь 9 штук. Кулер для процессора можно установить высотой до 165 мм включительно, а видеокарту длиной до 320 мм, если спереди будет установлена SGO. Если же ее там не будет, то видеокарта уже влезет длиной в 370 мм. Отверстие для кронштейна под тяжелой видеокартой имеется, но в комплекте кронштейна, к сожалению, нет. Правая боковая панель ровная, крепится на два винта с накатанными головками. Они так же, как и на левой панели, не выпадают после выкручивания. Толщина металла панели, а также шасси корпуса 0,6 мм. Металл хоть и тонковат, но в собранном виде корпус ощущается достаточно крепким. Производитель рекомендует сюда устанавливать блоки длиной не более 160 мм. В месте установки блока питания демпфирующие проставки отсутствуют.
Учитывая, что корзина для жестких дисков съемная и имеет два положения ее крепления к корпусу, то в первом положении получаем расстояние от края задней части корпуса до корзины в 210 мм, а во втором 240. Этого вполне хватит для нормальной укладки проводов. Если корзина не нужна, тогда можно ее снять и получить пространство для установки более длинных блоков питания. Крепление корзины позволяет установить в нее два 3,5 дюймовых диска, причем верхний можно заменить на 2,5 дюймовый диск. Демпферы между креплением дисков и корзиной отсутствуют. На задней панели можно разместить еще два 2,5 дюймовых диска. Отверстия для кабель менеджмента везде, где нужно, завальцованы. Имеются дополнительные выступы с отверстиями для удобного крепления кабелей стяжками. Для укладки кабелей за задней стенкой поддона материнки предусмотрено 18 мм свободного пространства. Ну а так выглядит комплект крепежа, поставляемый с данным корпусом. Бумажная инструкция также присутствует. В общем, этот корпус мне однозначно нравится больше, чем тот же Matrix 30, который уже был у меня на обзоре. Кстати, если вы его не смотрели, то ссылочку найдете в описании под этим видео. Обо всех особенностях данного корпуса я постарался рассказать максимально подробно, так что выбор и решение, как всегда, за вами. Буду благодарен вам за лайки и комментарии под этим видео, а также за подписку, если еще не подписаны. Этим вы поддержите меня и мой канал на просторах YouTube. На этом у меня все. Всем удачи, добра, здоровья, хорошего настроения. С вами, как всегда, был Джейсон. Увидимся в новом видео. Покедова!